Дорогие зрители, приветствую вас на моем канале. В этом видео готовлю пудинг, но он будет необычным. Я решила сделать его более интересным и добавить в него домашнее песочное печенье и бананы. Первым делом я приготовлю классический ванильный пудинг. И для него мне понадобится сахар, яйца, сливочное масло, крахмал, соль, ванилин и молоко. Молоко я отправляю на плиту подогреваться, а в это время в отдельной миске буду смешивать сухие ингредиенты: сахар, соль, ванилин и крахмал. Хорошо все перемешиваю и добавляю в эту массу желтки. Мне нужно желтки хорошо смешать с сухими ингредиентами до однородной массы, хорошо перетереть венчиком до такого даже посветления. Тем временем молоко уже подогрелось, и теперь небольшими порциями я буду вводить его в получившуюся смесь. Каждый раз хорошо перемешиваю, и когда смесь уже довольно жидкая, переливаю ее обратно в сотейник к оставшейся порции молока. Лопаткой хорошо убираю все, что снизу, сахар, например, венчиком он плохо снимается, и затем снова отправляю на плиту и увариваю до загустения. Как только масса загустела, снимаю ее с плиты и сразу же добавляю сливочное масло. Перемешиваю до полной однородности и гладкости пудинга. Теперь я буду охлаждать пудинг с помощью холодной водяной бани. А затем уже, когда он будет холодный, накрою пищевой пленкой в контакт и поставлю в холодильник до полного остывания. Пока пудинг охлаждается, я приготовлю песочное печенье. Для него мне нужен сахар, мягкое сливочное масло, мука, яйца, соль и ванилин с разрыхлителем. Для начала я немного разбиваю масло венчиком, затем добавляю в него сахар. Вообще для такого печенья нужно использовать сахарную пудру, но мне печенье нужно для того, чтобы покрошить его в пудинг, поэтому я здесь не стала заморачиваться с сахарной пудрой. Далее я воспользуюсь миксером. Миксером гораздо удобнее это делать, и периодически снимаю остатки масла со стенок миски. Когда масло стало более объемным и посветлело, я добавляю сюда яйца. Долго здесь взбивать не буду, просто когда все это вмешается, масса будет однородная, этого вполне достаточно. Далее просеиваю сухие ингредиенты и буду вмешивать их лопаткой. Тоже лопаткой долго мешать не буду. Мне не нужно забивать тесто, нужно лишь мешать сюда муку. Также перед тем, как делать печенье, не забудьте включить духовку разогреваться до 190 градусов. На видео я делаю полную порцию печенья, но для данного десерта с пудингом достаточно и половины. Поэтому делайте на ваш выбор. Либо сделайте печенье с остатком для последующего использования, либо просто половинку для этого рецепта. Тесто я выкладываю на противень, просто 2 ложками, можете оставить так, можете скатать шарики. Здесь это не принципиально, потому что печенье потом будет в десерте отламываться кусочками. Теперь отправляю печенье выпекаться. Оно у меня выпекалось на среднем уровне 15 минут. Такое вот оно румяное, и пока печенье теплое, оно еще немножко мягкое, затем оно уже станет более песочное. Когда пудинг хорошо охладился и печенье остыло, я добавляю в пудинг немножко взбитых сливок для придания пудингу сливочного вкуса. Можно этого и не делать, но поверьте, со сливками гораздо вкуснее. Первую порцию сливок я вмешиваю венчиком, а затем уже остальные сливки вмешиваю лопаткой. И когда сливки уже полностью вмешаются в пудинг, можно подготавливать все для сборки десерта. Для этого я перекладываю пудинг в кондитерский мешок, но можно делать это и без мешка, мне просто так удобнее. Я собираю десерт на большом блюде, но его также можно собрать и порционно в стаканчиках для трайфлов, в стеклянных стаканах обычных, в креманках. Это уже на ваше усмотрение, что у вас есть в наличии и как вам вообще это нужно. Первый слой я выкладываю пудинг, затем крошу туда печенье, но не слишком мелкими кусочками, такими довольно крупными.
и затем выкладываю бананы. После этого все слои я повторяю. Самый верхний слой пудинга немножко разравниваю и просто сверху украшу тоже печенье. Можете сделать поинтереснее, украсить так, как вам нравится, использовать, возможно, еще какие-то орешки. Все на ваш вкус. После того, как десерт отстоялся у меня в холодильнике ночь, он готов к употреблению. Если вам хочется как-то разнообразить и сделать обычный классический пудинг поинтереснее, то это очень классный способ. У вас получится не просто классический пудинг, а самостоятельный, очень вкусный десерт. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите свои комментарии. Буду очень рада их почитать. Всем пока, до новых видео.